Нет, ну вот, но то, что вот забастовки во Франции, это совершенно верно. Но вот, скажем, вот я читаю регулярно, собственно, у меня начинается день, я читаю Спортэкспресс, спортивные новости. Вот эти все разговоры о том, что вот теракты в Марселе, там будет, вы знаете, вот, вообще обычно делается это, вот такие вещи делаются вот для чего. Вот все внимание сейчас будет привлечено к Франции, а теракт может шарахнуть совсем в другой стране. Или другой вариант. Будут говорить, что Франция, вот чемпионат. Во время чемпионата ничего не произойдет. Расслабились и через неделю шарахнет именно во Франции. То есть, вот когда говорят, вот там готовится вот теракт, это типичное такое отвлечение, это акция прикрытия, отвлечение внимания. Вот. На самом деле шарахнет может в другом месте или позже. Будет ли попытка создать террористическую угрозу в мегаполисе, как это было во Франции? Этого исключить совершенно нельзя. Дело в том, что, к сожалению, террора в современном мире будет становиться все больше и больше. И это вот реальность, с помощью которой будут решаться проблемы. Вот смотрите, мы даже по 2015-2016, вот эти там 6 месяцев под знаком террора. Вот. Поэтому исключить этого нельзя. И меня всегда удивляет, когда наши, так сказать, менты в метро останавливают людей, как они называют, кавказской или среднеазиатской национальности. Можно подумать, такие национальности есть. И я глубоко убежден, что если теракт будет всерьез готовиться, то исполнять его будут люди с вполне славянской, так сказать, внешностью, а не сказать, вот так. Так что в этом отношении, понимаете, мы мы уже живем в ситуации с очень высокой степенью неопределенности. И эта неопределенность будет все больше и больше нарастать. То есть это вот у людей, которые воспитаны, особенно старшее поколение в советское время, вот, скажем, мои родственники спрашивают, когда же вот это все закончится и начнется нормальная жизнь. Нормальная, это значит вот то, как было в советское время. Все, больше нормальная жизнь не начнется. Дело в том, что вообще период, не только у нас, но и в мировой истории, между 45-м, ну, условно говоря, 85-м годами, это настолько редкие периоды. С этим можно сравнить только период Рима, II век, там 5 императоров от Нервы до Марка Аврелия, когда было относительно спокойное время, или, скажем, в Европе там, с 1815 по 1870. Но вот я, кроме этих двух периодов, сравнить с тем, что было между 1945 и 1985, ничего не могу. Наступает совершенно другая эпоха. Более того, вот этот период 45-85, он был исключением. Он был исключением, действительно. Наступает другое время. Нужно, так сказать, просто адаптироваться к нему и учиться жить в таких условиях. Других вариантов нет.